Ну, в общем, из этого эксперимента вы видите, что не получилось ничего. Это абсолютный ноль. Но отрицательный результат – это тоже результат. Убираю и все это выброшу. Добрый день, друзья! Эти два эксперимента я затеяла в конце прошлого года, отвечая на ваши многочисленные вопросы. Ну, понятно, что вы у меня все замечательные зрители, смотрите не только мой канал, но и массу всяких разных каналов, но возникают вопросы. Получается ли, если обработать тем или иным средством, сделать так, как показывает тот или иной блогер? И я сделала всего два эксперимента и скажу вам, оба мимо. Знаете, у нас есть выражение «мимо кассы». Я предполагала, что ничего не получится, потому что это для меня не первый эксперимент такой. Я их делала и 3, и 4 года назад, и показывала вам и с цветоносами, и с корнями орхидеи. И когда я пересаживаю орхидею и разбираю корни, например, отсаживаю детку, а корни потом выбрасывают, сколько же возникает вопросов. Леночка, не выбрасывайте корни, ведь из них можно получить детку. Да, может быть и можно. Но, к сожалению, это получается не всегда. Давайте начнем вот с этого цветоноса. Я объясню, почему нет, почему не получилось. Ну, во-первых, для чего-то нужно было цветонос обработать раствором чеснока. По мне, так чеснок сушит всегда. Ну, что я и увидела. Ну, как бы там флавоноиды обеззараживает чеснок каким-то образом. Посмотрите, какая на стволе образовалась плесень. Это я уже подсушила эту плесень, потому что я не выдержала. Она была вот такая махровая. Я прятала этот цветонос, чтобы эта плесень не распространилась на мои остальные орхидеи. Закрывала каким-то образом, приклеивала вот этот носик от бутылки. Но в конечном итоге высохло все. А как я старательно открывала эти почки, которые были живые и должны были бы прорасти. Но ничего не получилось. Вот этот цветонос я срезала 9 декабря. Прошел ровно месяц. И представляете, какой ужасный эффект. Когда я не обрабатывала цветонос ничем, точно так же срезала его и ставила в любой, даже не живой мух, а сухой, и не открывала, кстати, почки. Один раз получилась детка на цветоносе, а несколько раз, видимо, было достаточно прохладно в комнате, появлялись цветоносы. Я даже один раз этот цветоносик довела до состояния маленького бутона. Я знала, что не распустится цветок. Не хватит сил у этой маленькой веточки, у этого срезанного цветоноса распустить бутон. Да, бутон засыхает потом, но, по крайней мере, мы знаем, что может пробудиться или детка, или же цветовая почка, и опять растет цветонос. Ну, в общем, из этого эксперимента вы видите, что не получилось ничего. Это абсолютный ноль. Но отрицательный результат – это тоже результат. Убираю и все это выброшу так, чтобы эта вся плесень не распространилась и не полетела на мои цветы. Теперь, то, что касается корней. Кстати, сейчас я вам покажу детку, которую мы отделяли от этого пенька. Всё. Это было 23 ноября. Детка от орхидеи
азиатский коралл. Была довольно-таки взрослая детка. Я разделила материнские корни, отсадила детку. Вот она прекрасно растет. Есть корни в горшке. Сбросила один самый-самый свой первый листик. И за этот месяц уже выпустила цветонос. Так что ждем цветения. А корни материнского растения я решила оставить для эксперимента и посадить, как нам предлагают, обработав эти корни настоем корицы, посадить через 5 дней, там полить. В общем, все, как рассказано у блогера, я делала. И мох, и корни, и опрыскивание, и закрыть. Ну, правда, он закрывает пластиковой бутылкой, но у меня нашелся вот такой старенький горшочек с множеством отверстий для проветривания. Накрыть, чтобы была такая типа теплички. Я все выполнила то, что было сказано, и получила опять 0. Первое, что я заметила через неделю, когда делаешь эту тепличку, закрываешь, а мох немного влажный, то на основании пенька появляется точно такая же белая плесень, как и на цветоносе. Хотя корица является антисептиком. А теперь давайте разбирать вот эту всю баррикаду и смотреть, что там произошло. Ну, кому интересно, я оставлю ссылку на видео, где показаны корни, с которыми я сажаю, ну, этот остаток от орхидеи. Я просто достану его, чтобы вам было понятно. Сажали мы его с зелеными, неплохими корнями. И вот что в итоге. Во-первых, в коре появилась тоже плесень. Вот это мы закрывали воском. Смотрите, что стало с корнями. Абсолютно все сухие корни. Пустые и сухие. Вы думаете, от такого пенька что-то получится? Ничего не получится. Никогда не получится. А если еще и нет почки, из которой бы могла вдруг начать расти детка, то не получится никогда и ничего. Для того, чтобы от пенька появилось новое молодое растение, во-первых, должна быть живая почка, а не так, как нам показывают. Взяли любой пень и неизвестно откуда, и почему, и как вдруг что-то должно появиться. Не появится. Нет почки, не появится. Потом, почему я, когда отсаживаю детку от материнского растения, выбрасываю пенек? Даже если там есть корни. Вот простой пример. Во-первых, я всегда вижу ствол. Вот этот ствол. И если нет почки, то нет смысла сажать эти корни. Если есть, можно поэкспериментировать. Вот если вы точно знаете, увидели, что там есть такая маленькая почечка, которая может прорасти и дать детку, тогда да, тогда пробуйте. Обязательно пробуйте. Но если вот такой сухой пень и нет ни одной почки, это бесполезное занятие и лишняя трата времени. Еще один нюанс, который я тоже всегда учитываю. Когда разбираются или отсаживается детка,
Или же остается такой пень, вот развалилась совсем орхидея, и остается пенек, а вы... Вот, это опять же миллион вопросов, когда я разобрала орхидею, вдруг у нее гнилые корни, потом я посадила пенек. Если у пенька нет ни одного листа, вы разобрали орхидею, то чаще всего корни не принимаются. Корни не принимаются, они не растут. Нет точки роста. Ну вот нет точки роста. Значит, листьев не будет. Нечем испарять влагу. Нет листьев. Об этом я очень подробно рассказывала в одном видео, как корни и листья взаимодействуют. И оставлю вам ссылку на это видео, для того, чтобы вам было понятно, почему пенек без листьев нужно очень редко поливать. А если вы будете его обильно поливать, то корни совсем сгниют. Но опять же, не испаряется ничего. Влага держится в корнях. А как мы с вами знаем, корни должны после полива быстро просыхать, потому что орхидея – это эпифит. У нее должны быть напоенные корни и просушенные корни. А если все время держать во влажном состоянии, корни погибают. И поэтому, когда у вас погибает орхидея, я всегда говорю, не разбирайте орхидею, не трогайте корни орхидеи. Вот когда вы их не тронули, не разобрали, не посмотрели, как вы это часто очень многие это делают, очень. Ну просто я отвечаю на 20-30 одинаковых, идентичных вопросов, я даже не знаю, как это назвать, все время разобрали орхидею, что мне делать дальше? Это вот просто это вопрос, который задается каждый день и не один раз. Так вот, не разбирайте орхидею. Даже если не останется ни одного листа, и вы не тронете корни, то весьма велика вероятность получения детки. Но как вы только тронули корни, разобрали, получаете вот то, что я и получила. Ну, я-то знала, что это так и получится. За редким исключением, очень редким исключением, разобрали, посадили, и появилась детка. Да, всегда пробуйте, даже если разобрали. Но имейте в виду, что чаще всего будет отрицательный результат. Так что не всегда показывают на каналах, и не всегда получается то, что показывают. Но я считаю, что отрицательный результат тоже результат. И, по крайней мере, мы будем знать, что с этим делать дальше. Нужно ли это делать? Не нужно? Есть у вас время на такие занятия? Или как я не люблю устраивать такие танцы с бубнами. Знаю, что 99% из этого ничего не получится. Вот такие результаты. Ну а отсаженная детка от этого погибшего пенька меня очень радует. И скоро мы увидим ее цветение. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале.